Всем привет, друзья! Сегодня я хочу поделиться с вами рецептом вкуснейшего кокосового пирога с ванильной глазурью. Этот рецепт понравится особенно тем, кто обожает кокосовые десерты. Но прежде чем мы начнем, не забудьте подписаться на мой канал. Итак, список ингредиентов вы видите сейчас на экране, а также этот список я оставлю в описании под этим видео. И для начала давайте подготовим форму для выпекания. Я снова буду использовать форму бублик. На моем канале уже есть рецепт пирога в такой форме. Ссылку оставлю также в описании под этим видео. Смазываем форму хорошо сливочным маслом со всех сторон, чтобы пирог хорошо отошел от формы. И берем немножко муки, нам понадобится буквально 1 столовая ложка. Хорошенько притрушиваем и распределяем равномерно муку по всей форме. В чашу для взбивания добавляем муку, смешанную с кокосовой стружкой. Добавляем разрыхлитель и соль. И слегка перемешиваем венчиком. Добавляем мягкое сливочное масло и переходим на миксер. Вручную уже будет работать довольно сложно. Насадка венчик, все хорошо перемешиваем. Поначалу масса будет неоднородной, но со временем масло и мука хорошо объединятся. Добавляем по 1 яйцу и продолжаем взбивать на средней скорости миксера. Теперь добавляем сахар и снова все взбиваем. Тонкой струйкой вливаем молоко и продолжаем взбивать. Здесь я уже скорость уменьшила, для того, чтобы молоко не разбрызгивалось по всей чаше. Вот такая масса у нас получается. Не пугайтесь, что там есть комочки, ничего страшного. Это нам никоим образом не помешает. И теперь перекладываем нашу кокосовую массу в уже подготовленную форму. Я соглашусь, такую форму не очень удобно раскладывать тесто, но ничего, со временем вы поймете, как это делать правильно. Ложкой распределяем все тесто равномерно, чтобы оно было максимально гладкое. И остатки теста обязательно убираем салфеткой. Отправляем выпекаться в разогретую до 180 градусов духовку на 1 час. Если ваш пирог немножко треснул, так же как у меня, ничего страшного, мы потом его перевернем, и этого не будет видно. Берем зубочистку и пока еще пирог горячий, слегка отделяем его от формы. Берем решетку и переворачиваем форму. И вот такой красивый бублик, ровненький, у нас получился. Как вы заметили, никаких трещин, ничего нет, все очень красиво. И теперь мы даем пирогу остыть, а мы тем временем приготовим глазурь. Для приготовления глазури нам понадобится сахарная пудра, сливочное масло, ванильный сахар и кипяток. Все очень просто. Берем сотейник с толстым дном, добавляем просеянную сахарную пудру, ванильный сахар и туда же добавляем сливочное масло. Ставим на средний огонь и нам нужно хорошо растопить сливочное масло и уварить глазурь. Нам нужно получить кремообразную гладкую массу. Основная задача — это растопить сливочное масло, постоянно помешивая. Сначала будут вот такие комочки, ничего страшного, добавляем кипяток. И теперь масса становится более однородной, и мы продолжаем ее уваривать.
Постоянно помешиваем, чтобы ничего не подгорело. Во избежание комочков массу нужно процедить через сито. В среднем на варку глазури у меня ушло около 4 минут. Посмотрите, какие комочки остались. Если бы мы не процедили массу, то эти бы комочки оказались на пироге. И вот такая глянцевая гладкая масса у нас получилась. Она еще теплая. Мы не дожидаемся остывания, перекладываем пирог на блюдо и сразу же начинаем покрывать его глазурью. Я это делаю с помощью кисточки, это максимально удобно. Глазурь застывает мгновенно. Сначала может показаться, что ее слишком много, но у меня как раз уходит ровно то количество глазури, которое я приготовила. Глазурью покрываем несколько слоев со всех сторон, для того, чтобы хорошо пропитать пирог, и он получился максимально нежный. Посмотрите, какой цвет получается в процессе высыхания. Он такой становится более белый и глянцевый. Также я буду использовать для украшения рубленые орехи и маршмеллоу разноцветный. Но для начала нужно еще раз хорошо все промазать, и украшать нужно моментально, как только вы покрыли глазурью. Если вы видите, что глазури достаточно, вы больше не будете ее использовать, то сразу же начинайте украшать, потому что в течение буквально 10 секунд она застывает, и вы уже не сможете прикрепить декор, который вам нравится. Если вам не нравится глазурь, вы можете просто приготовить кокосовый пирог и ничем его не украшать. Либо же просто растопить шоколад и покрыть его шоколадом, будет тоже очень красиво. Но мне захотелось сделать вот такую ванильную глазурь. Она получается очень вкусная, интересная, и пирог с ней получается намного вкуснее. Мне очень нравится эта форма бублик, особенно пироги, украшенные вот в таком виде с маршмеллоу, с орешками. По виду они чем-то напоминают пончики круглые, которые продаются с кремом. А теперь давайте посмотрим, какой пирог внутри, что там у нас получилось. Посмотрите, какой он воздушный. И пахнет просто невероятно. Я надеюсь, вам понравился этот рецепт. Обязательно подписывайтесь на мой канал. Видео с рецептами у меня выходят 2 раза в неделю, по вторникам и пятницам. Поэтому ставьте колокольчик, чтобы не пропустить. Всем спасибо и до скорых встреч!